Ух, тихо, тихо, тихо. Вот здесь, мне кажется, должен быть какой-то монстр. Ух, ничего себе, вот в этом доме. Программа просканировала и обнаружила какого-то призрака. Вот та самая деревня 16 века. Чич, привет, я приехал. У тебя что-то важное? Что-то случилось? Почему ты мне сказал срочно приезжать? О, Бобби, Гуталина, и вы здесь? Да, Гош, привет. Чич нам тоже прислал сообщение, срочно приезжайте. И он говорит, что сегодня хочет устроить вечер страшилок. Но вроде бы как не по расписанию, и мы не готовы, у нас нет страшилок, мы ничего не придумывали. Так, друзья, не беспокойтесь. Страшилки я вам организую. Гош, помнишь, мы с тобой в лаборатории тестировали мою новую программу, мой новый сканер? Ну, мы еще на дронах там летали. Ну, в общем, сначала мы смотрели видео из реальной жизни, как там дроны снимают поезда, и потом с помощью моей программы сканировали эти видео, эти поезда и искали монстров. А потом сами еще летали на дронах и тестировали дроны. Ну да, Чич, конечно же, помню, вот да, недавно классно у нас получилась классная программа. А, получается, ты ее доработал или как? Ну да, Гош, немного ее доработал. Вот, сделал дрон новый. И сейчас решил устроить вечер страшилок. Ну что, совместить два в одном. И протестируем мою программу, но я как-то немного ее доделал. И полетаем на дроне. Ну и как раз Бобику и Гуталину покажем. Они ведь не видели. Что за дрон? Что за программа? На дронах я люблю летать. Да, давайте попробуем посмотреть. Что там, интересно, что какая-то страшилка про дрон? Так, друзья, сейчас все вам покажем и расскажем. И, кстати, Гош, я подумал, ну, мы Блейду тогда передали, как бы, данные про этих монстров, ну, где они там ездят, и я потом связывался с Блейном, он проверял эти поезда, и вот один поезд, первая электричка, вот как раз она оказалась какой-то странной, ну, монстр был примерно такой же, как и сканер показал, ну, чуть-чуть отличался, в общем, Блейн мне прислал там фотографии, в общем, электричку монстра он поймал, а вот тот второй поезд черный, помнишь? Там вроде все в порядке, он говорит, ну, то есть то обычные локомотивы. Значит, программа наша вроде как работает, сканер, но может допускать ошибки. Вот сейчас мы будем опять ее тестировать и записывать, если вдруг будут какие-то неполадки или ошибки. И потом мы, если найдем каких-то монстров, потом мы тоже их передадим Блейну. Ну, координаты, в общем, расположение. Но сегодня я решил просканировать не поезда. А что, как вы думаете, что мы сегодня будем сканировать? Где мы будем летать? На дроне? Так, Чич, а где? Ну, может быть, мы будем сканировать машины какие-нибудь? Нет, ничуть не угадали. Ну, может, машины тоже будем сканировать? Мы сегодня будем летать по заброшенным городам и деревням. Ха-ха-ха. В общем, по заброшенным местам. В общем, будет интересно. Так что давайте быстрее начинать. Все, давайте сначала давайте посмотрим видеофайлы, просканируем настоящие файлы из реальной жизни, настоящие заброшенные деревни, дома, усадьбы, особняки и высотные дома. В общем, все сейчас, все эти видеофайлы, которые я нашел, сейчас мы их просканируем и, может быть, найдем какого-нибудь необычного монстра. Так что давайте быстрее начинать. И вот с собой я еще взял такой интересный, необычный, мощный компьютер, ноутбук, но это не просто ноутбук, а это специальный сканер программы. В общем, все, запускаю первый видеофайл, сейчас мы будем его сканировать. Так, ввожу настройки пока что. Так, Чичок, ты вот это да, ты объяснишь потом, как нам пользоваться этой программой? Ну, на всякий случай, ну, может нам ее как-то переслать на наш компьютер, может мы тоже будем ее использовать? Так, друзья, подождите. Да, потом объясню, но это программа... Так, подождите, вот я просканировал первые дома. Загорелось зеленым, вот смотрите, объясняю, если загорается зеленым, значит... Все в порядке, значит, никаких монстров не обнаружено. Так, запускаем следующий видеофайл, смотрим. Так, Чич, подожди, а ты их сканируешь днем или как? Ну, может, монстры по ночам только появляются? А может, надо, да, ночью сканировать? Вот это зеленым было, значит, все в порядке, да? Так, да, друзья, ну тут не важно, да, программа, мы сканируем пока что снятые видеофайлы, а там, ну, если... монстры прятались внутри, тогда неважно, днем или ночью программа должна обнаружить. Так, ну пока что все зеленым загорается. Да что такое? В этих заброшенных домах что, нет никаких провидений, что ли? Каких-нибудь призраков? Ничего не видно. Так, а ну-ка, вот здесь какой-то пруд. Что это такое? Чуть, подожди, а ты уверен, может эти дома вовсе не заброшенные? Мы же по видеофайлу не узнаем, живет там кто-то или нет. Ну, Гош, я искал в основном заброшенные места. Так, вот, подожди, вот с этой стороны еще поснимают вот с разных ракурсов кадры.
искал заброшенные деревни. Ну да, может быть, в некоторых кто-то еще живет, и поэтому она не может считаться, это деревня там или поселок какой-то заброшенный. О, тихо, друзья. Есть монстр. Ух, ничего себе, вот в этом доме. Видите, программа просканировала и обнаружила какого-то призрака. Ох, ничего себе. Так, подожди, это что, правда там живет этот призрак, что ли? Ну, возможно. Не на 100%, конечно, у меня программа, я же говорю, не на 100% программа работает. Но сейчас я вот эти данные передам Блейну. А хотя нет, подождите, это же в реальной жизни. Нет, это мы потом тогда. Мы у себя в игре еще, у нас есть много разных заброшенных мест, много городов. Потом мы их тоже облетим на вот этом дроне, который я с собой взял. И если обнаружим каких-то монстров, тогда уже Блейн будет проверять. Ну и потом мы сравним результаты с Блейном. Если он найдет действительно там каких-то таких же монстров найдет, тогда уже будем сверять с программой. Так, ну а здесь вроде бы все в порядке. Загорелось зеленым. Так, вот это место, ну-ка смотрим. Так, сканируем зеленое. Да что ж такое, все места нормально. Ох, тихо. Вот здесь, мне кажется, должен быть какой-то монстр. Потому что... нет. Это что ж такое, тоже нет. Так, а ну-ка, вот этот дом просканируем. Этот дом похож на какую-то усадьбу графа Дракулы, что ли. Ну да, точно, там какой-то, наверное, вампир живет. Так, красно загорелось. Что там, вампир? Ничего себе. Это такой монстр там? Так, тихо, друзья. Ну да, какой-то зубастик. Привидение зубастое. Так, выглядит, конечно, интересно. Так, еще программа может не до конца, так сказать, визуализировать, картинку создавать. Она сканирует, обнаруживает какую-то, может быть, всплеск энергии в этом здании. Что-то необычное. Но дорисовывать монстров может немножко не так. На примере с поездами. Я же говорю, Блейн там проверил электричку, но немножко она отличалась. Так, надо будет дорабатывать программу мою. Так, тихо. Загорелось зеленым, нормально. Так, а вот смотрите, какой-то одинокий дом у дороги. Там точно какие-то странные вещи могут происходить. Так, мне кажется, все равно надо сканировать эти места лучше ночью. Да, друзья, как я их ночью просканирую, если видео уже снято? Не, хотя можно прилететь на дроне туда ночью и поснимать. Это заново надо все видеофайлы. Надо будет попробовать, сравним. Да, можно одно и то же место просканировать и днем, и ночью, и посмотреть, сравнить результаты. Кстати, Бобби Гуталин, мне в лаборатории нужен помощник, лаборант какой-нибудь. Кто хочет, может приезжать ко мне помогать. Как раз вести такой учет, записывать сравнения, данные, может какие-то. Так, здесь все пока что нормально, все зеленым загорается. Да, сравнивать эту программу. Я, кстати, еще не придумал для нее название. Чич, а как тебе название? Антимонстр 3000. Как-нибудь так. Если антивирус на компьютер, у нас будет антимонстр. Вот так как-то. Да, неплохое название, можно подумать. У меня есть разрушитель 3000, можно и антимонстр сделать. Кстати, давайте для наших зрителей придумаем тоже задание. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, какое название можно придумать для этой программы, для этого сканера, которая ищет монстров в таких необычных местах, в заброшенных, поезда мы сканировали. В общем, пишите ваше мнение в комментариях. Так, тихо. А вот здесь мы нашли какого-то монстра. Это что? Это Соник, что ли? Друзья, посмотрите. Это Соник или мне кажется? Да, похож на Соника, но какой-то он необычный. Да, Чечина, это Соник, пожиратель, Соник XZ. Да, он какой-то не такой. Соник Шин, что ли? На Соника Шина, вроде похож, вроде нет. Да, монстр такой с когтями, ничего себе. Так, а что он в этом доме же? А что он там делает? Так, я думал, Соник Шин, он же только в играх А тут реальные кадры. Так, Чеч, не знаю, надо перепроверить настройки, может там что-то сбилось. Да, Гош, проверяю, не знаю. Можно еще раз потом будет просканировать. Ладно, запомним. Так, отмечу этот видеофайл, что там мы нашли Соника Шина. Потом еще раз перепроверим. Так, а ну-ка, смотрите, какой пейзаж вот здесь может. Хотя нет, в таких красивых местах монстры вряд ли водятся. Так, на всякий случай просканируем и посмотрим. Это бы... не, все нормально, зеленым. Но бывает, место вроде бы красивое, но... За этой красотой может прятаться что-то потустороннее и необычное. Так, а ну-ка, заброшенная деревня. Да, может тут некоторые места не до конца заброшены. Вроде бы с виду все нормально. Да, это скорее всего, нормальная деревня. А это место, этот дом, такой старый, необычный, он точно заброшенный.
И сейчас мы посмотрим, что же там. А ну-ка, сканируем. Так, ну мне точно кажется, что там внутри какой-то... Ну, точно, красным. Так, и что же там? Что? Сиреноголовый, что ли? Сиреноголовый, друзья, внутри. Он там живет, он что себе, новый дом, что ли, прикупил? Ничего себе. Так, честно, да, похож. Ну да, это сиреноголовый. Так, ну как он в доме, что ли, живет? Ну он же огромный, как он там поместился? Ну, уж, наверное, он снес все этажи. Ну и как-то там... Да, там, видишь, 3 этажа или 4, он снес их. И, наверное, там поселился. Фух, так, отметим, сколько мы, получается, нет, мы нашли, получается, 2 призрака. Обнаружили. 2 привидения и 2 монстра. Соник Шина и Сиреноголового. Так, запишу, на каких файлах мы это отметили. Ну, нашли. И потом еще раз перепроверю, да. С другой программы у меня еще, ну, то есть другая версия, на предыдущей версии. Или новую сделаю. Так, ладно, друзья, ну что, как вам такие полеты на дронах и поиски монстров? Продолжаем? Да, Чеч, конечно. Так, а что теперь? Давайте, ты говорил, в игре, ну, мы у себя можем поискать монстров на заброшенных каких-то местах. Да, друзья, абсолютно верно, потому что сейчас я запущу вот этот дрон, и у меня есть несколько деревень на примете заброшенных. Сейчас мы отправим туда дрон, поснимаем и сразу вот в режиме онлайн, так сказать, будем искать монстров. Ну что, вы готовы? Да, Чич, давай, запускай дрон. Чеч, ну что там, скоро дрон прилетит, уже минут 15, наверное, ты летаешь. Что, не можешь найти эту деревню? Давай, может, с другой стороны как-то, в другую сторону полетим. Тихо, Гош, нет, все, вот уже нашел. Вот та самая деревня 16 века. Сейчас мы все здесь изучим и просканируем. Здесь точно могут прятаться какие-то привидения и монстры. Что, Чич, 16 века, говоришь? Или 15 какой? 16-го? Это получается 1500 какой-то год? Так, Чич, ну это очень давно было, это сколько, 600 лет прошло или больше уже? Ну да. Чич, ты какой точно год, ты примерно можешь сказать? Да, Гош, ну точно год не знаю, ну может быть не 16 век, ну может 17-й. Но этой деревне уже, наверное, лет 400 плюс-минус. Так, ладно, тихо, друзья, я здесь все сканирую. Каждый кирпичик, каждый камушек надо просканировать, потому что здесь все окутано тайнами и легендами. Так, а ну-ка, я залетел в этот дом. Так, ну пока что сканируем. Здесь еще дождь идет. Погодные условия так себе для полетов, но дрон справляется. Да, его прокачал, чтобы он как раз вот с такими порывами ветра справлялся. Он может летать и в дождь, и в снег, так, и в любую непогоду. Вот, Гош, смотри, видел вот так? Ух, тихо, вот это усадьба. Так, и какие-то помехи сразу начались, подлетел к этому огромному особняку. И начались помехи дрона, но дрон справляется, да. Тихо, я прям чувствую, что там внутри прям какое-то сборище монстров. Так, сканирую. Ну, пока что ничего, пока что программа ничего не показывает. Странно. Так, Чеч, ну да, теперь я вижу, что это какие-то старые дома. Ух, подожди, машина. Чеч, смотри, это машина, что она тут делает? В 16 веке не было ведь таких машин. Так уж в 16 не было, а в нашем были. Может, кто-то вот так приехал тоже изучать эту старую заброшенную деревню, и все, машина заржает. Тихо, вот, нашел вот этот дом. Ух, ничего себе, это дом-монстр. Так, это не просто дом, это вот, Бобби Гутрин, смотрите, это дом-монстр. Так это получается что? Это вся деревня такая, что ли? Чеч, какая деревня? А что с ней не так? Я думал, что внутри этих домов прячутся монстры, а на самом деле это и есть дома-монстры. Да, один точно монстр, а остальные непонятно, их сканировал, и вроде бы они нормальные, но вот один уже, наверное, они постепенно, наверное, превращаются в монстров. Скоро это станет целая деревня домов-пожирателей, так надо точно отправить все это место расположения этой деревни. Кстати, название уже даже все забыли, как она называется. Так, отправлю Блейну, пусть проверит ее. Фух, так, ну что, друзья, полетели дальше. Так, Чеч, что-то темно, ничего не видно. Куда там дрон прилетел? Тихо, друзья, мы уже в заброшенном городе, да. Дрон прилетел. Это целый заброшенный город под названием Блэктаун. Да, вот так он называется. Чеч, как черный город, что ли? Блэк, ну. Правильно так и переводится или как?
Ну да, Гош, ну пусть лучше Блэктаун звучит намного так интереснее. Так, в общем, сейчас мы полетаем по этому Блэктауну и, может, найдем какого-нибудь Блэк-монстра. Так, может, черный поезд здесь проедет, хотя рельс пока что не вижу. Не видно рельсов. Так, сканирую каждый дом. Так, подлетим поближе, заглянем в окна. Но окна черные, причерные. И внутрь лучше, наверное, не залетать, да, потому что, я думаю, если где-то залететь внутрь этого дома, то можно там заблудиться. Там целые, наверное, лабиринты. Так. О, а ну-ка. Вот это что-то как-то программа вроде бы... О, тихо. Есть сигнал. Да, загорелось красным. Вот в этом доме кто-то прячется. А кто же там внутри? А ну-ка, покажись. Так, сейчас программа порасканирует, и мы найдем какого-нибудь монстра. О, кто это там? Какой-то призрак, что ли? Так, друзья, видите? Призрак внутри. Не, смотри, поменялся опять, был призрак, а теперь что там? Какой-то поезд? Это на поезд? А как в доме может быть поезд? Ну вот черный поезд в доме прячется? А как такое возможно? Так нет, друзья, подожди, какой-то сбой в программе. Опять вы Хаги-Ваги? Или что? Хаги-Ваги там внутри? Да в чем дело? Что-то непонятно. Так, а теперь Хаги-Ваги пропало. Все, как просто сбой. Ну просто это помехи и все. Не, друзья, это какой-то сбой в программе. Что-то надо отсюда поскорее улетать. Все, давайте возвращаемся. Так, честь, подожди, ну, а что случилось? Ну, получается, дом какой-то странный, с какими-то помехами или что произошло? Так, непонятно, но надо отметить этот дом, потом прилететь, может быть, еще раз на дроне. Да, лучше Блейну пока что не буду отправлять, да. Какой-то он странный, этот дом, потому что программа показала разных монстров. Даже программа вот запуталась и не могла определиться, что там за монстр. Так, стоп, честь, подожди, а может быть там, вот этот монстр, как он там, портальщик, помнишь, мы охотились на него? Ну или как он называется? Ну, тот монстр, который может принимать облики разных монстров. Ну понял, как он там назывался, я забыл уже. Да, точно, Гош. Вот это ты хорошую идею подкинул. Так, надо будет записать, да, напротив вот этого видеофайла, что здесь вот такие, разные монстры попадаются. Так, ладно, друзья, полетели дальше. Так, друзья, внимание, мы подлетаем опять к заброшенному городу. Так, Чеч, а как он называется? Тоже Блэктаун? Или как? Не, это уже теперь Грейтаун, как серый, Грей, да, правильно? Ну, пусть будет Грейтаун, серый город, да. Не черный, а серый. Ну да, как бы вроде бы похоже. Так, здесь в основном много просто разрушенных зданий. С этим городом связана одна легенда. Его когда-то строили вот эти краны. В общем, его строили, но так и не достроили, потому что что-то случилось на стройке. Все машины, все краны начали превращаться в монстров, в пожирателей. Приехала, например, бетономешалка, и вдруг, привезла бетон, и вдруг с ней что-то случилось, она начала превращаться в монстр. Вот, смотрите, машина одна осталась. Возможно, она тоже превращалась в зомби или в какую-то машину пожирателя. В общем, краны, вот видите, начали падать, и город так и не достроили, постепенно начал разрушаться. Так, чуть подожди, я просканирую вот эти высотные башенные краны, может, программа не покажет, что это монстры. Ну да, Гош, со временем, они перестали быть монстрами, или может эти краны просто бросили, они не успели превратиться. Так, это и легенда, конечно, что техника начала превращаться в монстров, но как бы легенда хорошо сочетается с этим городом, потому что город разрушенный, здесь тоже вот идет дождь. Так, мы здесь немного полетаем, сканируем, что-то пока что ничего не обнаружил. Да, этот город стал, наверное, заброшенным даже для монстров. Даже монстры здесь не хотят жить, потому что условия, конечно, так себе. Да, в такую погоду даже монстры не будут сидеть в таких плохих домах, без крыши. Поэтому ничего мы не нашли. И теперь давайте-ка слетаем в деревню Андреевка. Что, Чич, как ты сказал? Деревня Андреевка? Так, я чувствую, там точно несколько монстров туда переехало жить. Так, Чич, что, где она? Мы уже, по-моему, полчаса летим на дроне, что-то так и не нашли эту, как ты говоришь, Андреевку. Вот она, Чич, тихо, притормози, да, вот, мы уже прилетели в Андреевку. Так, Чич, а ты говоришь, она заброшена? Смотри, тут линия электропередач. Может, тут все-таки кто-то живет? Так, нет, друзья, линии электропередач уже давно оборваны, и в домах никого нет, остались вот такие запертые гаражи, и, возможно,
там кто-то оставил старую машину, и эта машина со временем превратилась в машину пожирателя. Но сейчас мы все это просканируем и посмотрим, что же здесь прячется. Так. Ну вот программа работает, но пока что ничего не замечает, не обнаруживает. О, смотрите, какие-то длинные горы, какой-то длинный сарай. Так, что у нас здесь? О, трактор. Старый трактор. Интересно. Так, здесь дома. Ну, домов немного. Ну, что-то программа почему-то ничего не обнаруживает. Странно. Даже обидно немного. Я думал, тоже, ну, точно в этой деревне кто-то, какой-то монстр должен прятаться. Но что-то ничего нет. Жаль, конечно. Ну, ладно. Полетели тогда дальше. Сейчас еще мы слетаем в одно интересное место. И, может, там обнаружим какого-то монстра. Так, разворачиваемся аккуратненько и полетели. О, тихо, смотри. Трактор, притормози. Что, трактор? Вот, ну вот там он. Так, вот он ползет. А в чем дело, как он так? На двух колесах. Так, а ну-ка его сканирую. Сканирую быстрее. О, тихо. Это же не просто трактор, это синий трактор-пожиратель. Ничего себе, друзья, смотрите. Так, куда он ползает? Стоять синий трактор-пожиратель. Что? Куда он делся? Где он? Так, здесь с другой стороны развернись, да. Точно, это необычный трактор. Он перевернулся, он на крыше едет. Куда он полетел? Так, это синий трактор-пожиратель. Ничего себе. А с виду так и не скажешь. Вот видишь, замаскирован был. Так, а почему он решил поехать? Может, дрон нас увидел и решил спрятаться в темноте? Так, сейчас куда он поехал? Да нет, друзья, туда я не полечу, там темно. Там ничего не видно, врежусь в дерево и все, и дрон упадет. Так, ну деревню мы это отметим. Ну вот, друзья, я же говорил, что точно здесь кто-то должен прятаться. И вот мы нашли синий трактор-пожиратель. Так, полетели дальше. Ух ты, Чич, а где это мы? Куда-то в Антарктиду, что ли, прилетели? Или на Северный полюс? Так, тихо, друзья, мы сейчас будем искать деревню-призрак в этих снегах. Да, про нее тоже много легенд придумано, что она появляется только по ночам. О, тихо! Вот, видите? Дом появился, а его не было. Ага, мы ее нашли. Отлично. О, еще один дом появляется. Так, третий, четыре дома, пятый, шестой. Ага, мы нашли эту деревню-призрак. Так, и теперь полетаем и посмотрим. Может, там внутри в домах тоже какие-то монстры прячутся. Но я, конечно, сомневаюсь, потому что, это само по себе уже деревня-призрак, то есть дома призрачные. Но вы, друзья, видели сами. Так, вот если подлететь поближе и посмотреть, то это обычные дома. И может даже если вот так разогнаться на дроне и попробовать пролететь сквозь дом, то дрон, возможно, врежется в стену, и получит повреждения, поэтому рисковать не будем. То есть это такая специфическая деревня, потому что, в каком-то состоянии, вот если близко подлететь, то это, обычные дома, каменные, деревянные, то есть нельзя сквозь них пролететь. А вот если отлететь подальше, то все, деревня исчезает. Вот такой феномен, необычный феномен. Тачич, классно, конечно. Так, все-таки давай просканируем. Ты уже включил программу. Да, она пока что... Хотя подожди, Чич, а почему она не показывает программа? Если, вся деревня призрак, то есть вот отлети, да, чуть-чуть подальше отлети. Вот, да, она исчезает, но программа не показывает, что это монстр почему-то. Ну да, Гоша, я же говорю. Так вот, отлетел, программа не видит эту деревню. А если поближе подлететь, то это просто обычные дома, и там внутри нет монстров. Вот такое же говорю. Тут даже программа не сработает. Так, ладно, друзья, сейчас мы еще слетаем в одно очень интересное место. Так, Чич, а где это мы? Что тут темно, ничего не видно, или что-то мигает? Ух ты, какие-то кристаллы. Так, стоп, Чич. Мы что, в пещере? Ты в пещеру на дроне залетел? Так, тихо, да, друзья. И сейчас мы тоже здесь просканируем один старый заброшенный город. Подземный город. Так, полетели. Смотрите, здесь было несколько заводов. В общем, этот город построили прям специально под землей. Да, мы здесь когда-то, Гош, по-моему, уже были, катались. Здесь было какое-то производство, шахта, по-моему, была. То есть добывали вот такие вот эти кристаллы ценные. И чтобы было удобно, сразу вот здесь под землей, в этой шахте, в огромной вот пещере, построили город. Тут было несколько заводов. Вот, смотрите. Да, вот, видите.
тут разные тележки, поезда, возможно, даже ездили, вот доставляли эти кристаллы. И тут построили несколько домов, и был целый город. Но потом произошло что-то, возможно, какая-то авария или что-то, и город стал заброшенным. Сейчас мы полетаем и просканируем эти дома, потому что здесь под землей мог уже завестись какой-то монстр. Так, ну что-то пока что ничего не находим. Так, вот дом какой-то, видите? О, смотрите, прям машина в дом. Тихо! Тихо, программа что-то нашла. Так, дом. Так, в доме кто-то есть. А ну, кто, интересно? Что-то почему-то ничего не находит. Так, не, Чич, к машине, да, к машине подлети поближе. Это не дом, это машина. А ну-ка, так, тихо, да. Чич, куда ты полетел? Прям сквозь нее. А ну-ка, облети. Да, вот, программа показывает, это машина, Чич, а ну. Ух, это необычная машина. Это машина-пожиратель, что ли? Да, точно, Гош, ты прав. Машина-пожиратель. Это да. А как она так врезалась в дом? Так, все, ну давайте поближе на нее посмотрим. Вот такая она необычная. Ух, так, ладно, друзья, надо оттуда из пещеры вылетать поскорее. Фух. Так, вот это да. Ну что, друзья, вот так мы полетали. Все, пока что на этом заброшенные места заканчиваются. Но мы уже сколько? 6 мест посетили. Первую средневековую, так сказать, деревню старую заброшенную с огромным особняком. Там мы нашли дом-пожиратель. Запишем. Потом мы куда слетали? В заброшенный город. Там какой-то дом непонятный со странным монстром, который может приобретать разные облики. Потом мы слетали в Андреевку, да? Нашли синий трактор-пожиратель. Потом просто серый заброшенный дом, там город, там ничего не нашли. Потом нашли деревню-призрак. И вот слетали, получается, в подземный заброшенный город. Тут нашли машину-пожиратель. Так, ну все, запишем все эти места и отправлю Блейну, чтобы он проверил и изучил. Вот. И как раз Блейн тоже доволен, что мы ему такую информацию доставляем про монстров, а ему как раз ведь нужно охотиться и ловить монстров. Так что у нас теперь все налажено. Да, Чич, круто. Так, но все-таки надо еще придумать какой-то дрон. Ты же говорил, что надо, чтобы он обладал какими-то, может быть, свойствами. То есть запускал сеть или какую-то замораживающую пушку установить. А, да, точно, Гош, я над этим думал. Тоже вот есть уже несколько у меня вариантов с дронами, надо будет их протестировать. Так, друзья, если что, вы нас тоже зовите. Мы тоже примем участие в экспериментах в Чичи, и в лаборатории мы тебе тоже будем приезжать, помогать. Нам понравился. Классный вечер страшилок получился. Вы на дронах полетали, и, получается, и монстров понаходили. Вот, друзья, ну все, теперь можно ехать отдыхать. Все, помчали.